Всем привет! Сегодня я решила снять видео о своем сотрудничестве с журналом Vogue. И для меня это большая гордость и честь работать именно с этим журналом. И я понимаю, что сейчас такое время, когда все ценности переоцениваются, которые были ранее, которые были в мирное время. И для некоторых такая работа не значит ничего. Но для моей карьеры, для моей жизни этот проект очень важен. И он является еще одной целью, которую я достигла, которую я себе ставила в этом году. И я очень довольна, что к концу года это сотрудничество состоялось, несмотря на все трудности, которые есть сейчас в наше время. Наверное, каждого иллюстратора интересует, как я получила это сотрудничество, но здесь совершенно будет банальный ответ. Как всегда, для меня очень хорошо работает Инстаграм. Арт-директор написал мне предложение о сотрудничестве на мою электронную почту. Он сделал выборку моих работ из Инстаграм, поэтому я понимаю, что он ознакомился с моими работами в Инстаграм. Исходя из своего опыта, я могу сказать, что арт-директора в основном сосредотачиваются на 3 площадках. Это Инстаграм, это Behance и площадка LinkedIn. Все эти площадки, кроме Behance, у нас закрыты, но я бы советовала сосредоточиться именно на этих 3 платформах, потому что это те площадки, где сосредоточены арт-директора и вообще креативные люди. В брифе, который мне прислал арт-директор, было изложено задание. Бриф содержал мои работы, которые нравятся арт-директору, и исходя из анализа этих работ, я сразу поняла, что человек не хочет получить просто рисованную фотографию, он хочет получить изображение, переработанное в моей интерпретации. И затем он приложил краткие требования, характеристики именно к самим иллюстрациям, какой у них должен быть размер, какое должно быть разрешение, потому что иллюстрации должны были выполнены быть в электронном виде, то есть я должна была отсканировать свои работы и отправить их арт-директору. И также были приложены 10 образов, по которым необходимо было создать иллюстрации. Это задание шло именно для раздела фэшн, для раздела моды. В целом у меня было 4 дня на то, чтобы создать иллюстрации. Это оплачиваемая работа с очень сжатыми сроками, потому что в мою задачу входило придумать именно образы в том ключе, в котором я работаю всегда. И, конечно, я скажу, что когда ты рисуешь для себя, у тебя работы, на мой взгляд, получается даже лучше, чем когда ты рисуешь на заказ. Потому что, когда ты рисуешь на заказ, ты все равно находишься в определенных рамках, в определенных требованиях, и ты себя чувствуешь немного сжатым. И поэтому вот, когда особенно начинающий иллюстратор, я и сама себя помню, когда я делала первые заказы, мне было очень тяжело, потому что важно иметь именно вот такой моральный настрой для того, чтобы работать именно в границах, не так прямо, как ты сильно хочешь. Но плюс в том, что когда ты работаешь, мне очень нравится работать с зарубежными журналами и заказчиками. Почему? Потому что идет уважение к твоему стилю, к твоему творчеству, и поскольку я работаю давно и мой стиль уже более или менее устоялся, то они примерно понимают, что они получат на выходе, и они уверены, и я практически не получаю замечаний по работам, и мне это очень хорошо. За 4 дня мне нужно было нарисовать 10 иллюстраций. День или полтора у меня ушло, чтобы придумать идеи подачи, чтобы собрать для себя мудборды. И затем я уже начала делать работы. Трудность состояла еще в том, что мне нужно было их не просто нарисовать, нужно было их отсканировать, нужно было их настроить яркость, контрастность и так далее, мелкие детали доработать, потому что работа все равно должна быть в презентабельном виде. Поэтому я старалась сделать все как можно лучше. Я записываю это видео, потому что я считаю, что я обязана поделиться этим опытом именно с теми людьми, кому это интересно и кто хочет именно работать и развиваться в этом направлении. Давайте посмотрим каждую работу. Я покажу референс и покажу, почему я сделала такую идею. Сейчас я покажу работы, которые у меня получились в процессе создания образов, и я приложу сразу, буду показывать референс и буду показывать свою интерпретацию. Работы все выполнены на пастельной бумаге и выполнены экстра сухой мягкой пастелью. Здесь я не экспериментировала с акварелью, потому что сроки были достаточно сжатые, а для того, чтобы выполнить красивую работу акварелью, мне на одну иллюстрацию только нужно 1 день или 2. Здесь я акцент сделала на контуры, на линии, которые я обычно использую в своих работах, и сделала акцент на выразительный взгляд. Также я старалась подчеркнуть за счет графики и дизайн одежды, подчеркнуть украшения и подчеркнуть
узор, который был представлен именно в этой части одежды, на нем был сделан основной акцент. Но вот здесь у меня уже пастель размазалась, потому что я еще ее не обрабатывала фиксатором. Следующий образ был для меня довольно трудным, потому что я привыкла рисовать более такие образы, более сдержанные, не такие экстравагантные, но для меня это тоже был опыт, и в целом я думаю, что получилось неплохо. Следующая работа — это портрет. Поскольку в большинстве моих работ преобладают портреты, и поскольку арт-директор приложил очень много портретов, которые ему понравились, и я решила создать один образ именно вот в такой монохромной графике, и сделав портрет модели. Следующий образ — это образ с показа Fendi. Здесь показана очень нежная полупрозрачная одежда, которая была именно в самом показе, и вот таким образом я передала именно этот лук. Следующий образ — это образ из коллекции Prada. И Prada — это тот бренд, который я очень люблю и с которым бы я очень хотела сотрудничать. Мне очень нравится философия их дизайна и философия того, как они подают свой бренд одежды. Следующая работа — это образ в стиле Александра Маквин. Здесь я рисовала модель, тоже чернокожую модель, как и в референсе, и постаралась ввести в ее образ такие же оттенки, которые мы видим и в самом платье. Следующая работа сделана в простых чистых линиях, но здесь я еще и также использовала метод аппликации, и я дополнила работу именно вот таким фоном, который, на мой взгляд, очень хорошо, гармонично сочетается именно с цветом фона. Следующий образ — это такой более космический образ в стиле балмаин. Работа выглядит на видео грязноватой, потому что цвета, которые здесь, они неплохо читаются камерой. И еще одна работа, здесь я тоже использовала, здесь я также показала нежный образ одежды, который мы видим в данной работе. Когда все работы были выполнены, я сразу отправила их арт-директору, и я не получила совершенно ни одного замечания, все работы были приняты. И также для меня стало приятной неожиданностью, что арт-директор решил взять у меня интервью и разместить его также на сайте Vogue. И для меня это очень приятно. Для меня это опыт не только работы фэшн-иллюстратором, это также развитие в сторону арт-дирекшена, потому что ты учишься собирать образы, ты учишься их представлять, и это, конечно, уже движение в немного другую сторону. Всегда, когда я рисую для журналов, у меня остается очень хорошее впечатление, потому что мне кажется, что ты как иллюстратор, как художник получаешь больше, чем ты отдаешь. Мало того, что работа оплачивается, но и также ты получаешь внимание зрителей, ты получаешь освещение своей работы, и плюс у меня еще взяли интервью, и для меня это еще вдвойне приятно. И здесь я хочу сказать, что очень важно иметь терпение, развивать свой стиль. Я вижу, как иллюстраторы иногда ищут свой стиль, они пробуют разные стилизации, и это правильно, потому что для того, чтобы найти свой стиль, нужно иметь определенную базу, как бы такую библиотеку в своей голове, из которой ты потом сможешь собрать свое. Но в то же время этот период не должен быть очень затяжным, потому что важно набраться смелости и попробовать сфокусированно именно собрать свой стиль, посмотреть свои сильные стороны и добавить к ним те элементы, которые вам нравятся. И попробовать отрисовать ряд работ именно вот в этой стилистике, которая вам нравится, и уже ее развивать. Иначе движения вперед не будет, и будет постоянная вот эта смена стилей. С одной стороны плохо, потому что клиенты хотят получить гарантированный результат, и если они видят устоявшийся стиль художника, то они спокойно обращаются к нему, потому что они уверены в том, что они получат.
И когда мы видим вот такой сильно разнородный материал, конечно, это смущает, и клиент также не понимает, что он получит на выходе. Поэтому здесь, конечно, нужно работать над собой, и нужно перешагнуть тот шаг, вот эту ступень обучения, когда мы учимся разным стилизациям, и перейти вот на тот шаг, на ту вторую ступень, которая вот как раз и является развитием своего стиля в иллюстрации, в творчестве. Это не так важно. В интервью я поделилась своим опытом и поделилась своими мыслями о работе в сфере фэшн-иллюстрации. И арт-директор спросил, почему меня именно так завораживает эта область. Наверное, для некоторых людей это странно, как архитектор может уйти на такую творческую профессию. И я помню, что на работе мне тоже сказали о том, что мне это быстро наскучит, потому что в сфере архитектуры, где я уже занималась как главный инженер проекта, мы постоянно занимались экспертизой, проектированием объектов, и это довольно такая напряженная работа, и почему-то у людей такое впечатление, если ты работаешь сам на себя, то ты постоянно прохлаждаешься, что твое утро начинается только после обеда и так далее. Но на самом деле, когда ты работаешь сам на себя, ты работаешь еще в 10 раз больше, чем когда ты работаешь на кого-то, но здесь разница лишь в том, что когда ты работаешь сам на себя, ты понимаешь, за что ты борешься, и ты понимаешь, какие перед тобой стоят цели, и ты пытаешься всеми усилиями их достигнуть. Когда это твоя любимая работа, тебе хватит достаточно силы и энергии, чтобы преодолеть любые трудности, которые есть на твоем пути. Если давать советы по поводу работы с журналами, то здесь я, наверное, первое отмечу, что это надо уметь общаться с арт-директором, нужно понимать культуру, потому что рисовать, если вы планируете рисовать на международном уровне, то, скорее всего, вы будете работать с разными арт-директорами, с разными людьми, с разными характерами, с разными культурами, и одни могут быть очень многословны, другие могут быть очень немногословны, и такие есть. Поэтому здесь нужно просто соблюдать профессиональную этику, и здесь нужно также уметь работать с людьми. Еще один момент – это, конечно, иметь свою стилистику, потому что я уже еще раз повторюсь, что важно выработать свой стиль для того, чтобы заказчик был уверен в том, что он от вас на выходе получит. И третий момент, когда вы работаете с журналами, работаете, вот как я работаю, без какого-либо агента, отношения, которые касаются ваших прав, которые касаются оплаты и прочего, вы тоже должны эти моменты все учитывать и понимать. А работа с журналами оплачивается через какой-то период. То есть такой период занимает до 1 месяца. И вот это тоже тонкости, которые есть в работе с журналами, их тоже нужно знать. Спасибо, что посмотрели это видео. Будем двигаться дальше к новым проектам, к новым целям. И будем надеяться, что Новый год будет гораздо лучше того, который сейчас у нас есть, что Новый год будет мирным и что все в нашей жизни будет только налаживаться.